Всем привет! В этом видео я расскажу вам про свой мобильный набор для съемки. Я давно хотел сделать себе такой набор, и с этой целью я приобрел огромный рюкзак Quechua на 30 литров, который доверху набил всякими полезными штуками для съемки. Внутри разместилось огромное количество всяческих приспособлений, включая аккумуляторы, штативы и даже операторский кран. Те, кто следят за моим каналом, могли заметить, как выросло качество контента, видео и звука. Это все благодаря такому набору. Что-то я выменивал у друзей, что-то покупал в магазине, а кое-что я заказывал на известном вам китайском сайте. А пару аксессуаров я и вовсе сделал сам. Теперь подробнее. Видео и звук. Я снимаю видео на iPhone, и для расширения возможностей съемки я приобрел набор линз. В этот набор входит суперширокоугольная линза 0.4, линза рыбий глаз 235 градусов плюс макро, линза рыбий глаз 180 градусов, телеобъектив с двукратным приближением, стандартный широкоугольник 0.65 плюс макро. Линза с поляризующим покрытием для съемки в яркий солнечный день. Для удобства хранения я сделал небольшой кожаный чехол. Также мне подарили две классные линзы Apexel. Одна это Super Fish Eye на 235 градусов. Линза сделана очень качественно, материал алюминий и стекло. Это гораздо лучше, чем дешевые китайские аналоги. Вторая это широкоугольник плюс поляризующий фильтр, который установлен уже на самой линзе. Также в комплекте есть блендер для улучшения качества съемки в солнечный день. Подходит к обеим линзам. Кстати, к обеим линзам в комплекте идут небольшие защитные кейсы для хранения, что очень удобно. Что касается звука, здесь я использую два решения. Первое – это стандартная гарнитура Apple с разъемом 3,5 джек. Второе – это внешний репортажный микрофон с разъемом 3,5 джек. Его диаграмма направлена вперед, поэтому с помощью него удобно записывать речь и озвучивать видео. Для него я также сделал держатель на 3D принтере и кожаный чехол. Питание и дисплей. В качестве источников питания у меня два аккумулятора от Xiaomi. Оба на 20 тысяч ампер-часов. Есть старая версия на элементах 18650, а также есть новая версия, которая поддерживает режим быстрой зарядки Quick Charge 3. Она уже на литий-полимерном плоском аккумуляторе. Их я использую для зарядки своих гаджетов, а также для внешней подсветки и питания накамерного монитора. Все провода, которые могут мне понадобиться для съемки, я храню вот в таком кожаном чехле, который сделал сам. Здесь у меня есть провод Lightning, которым я заряжаю свой iPhone во время съемки. Он прочный, плетеный, длина 1,6 метра. Провод microUSB, который позволяет мне заряжать батарейки или другие гаджеты с разъемом microUSB. Длина 1,5 метра. Для подключения к внешним мониторам я использую кабели HDMI. У меня есть обычный прямой HDMI, длина 1 метр. Им можно подключить iPhone к монитору через переходник. Адаптер HDMI на мини-HDMI для подключения любой фототехники к монитору. Также у меня есть кабель HDMI на мини-HDMI. Ну так, на всякий случай. Кабель питания от USB с двумя разъемами, для того, чтобы мог работать на камерный монитор. Набор универсальных прищепок. Можно удобно закрепить петличку или свисающие провода. Кабели джек 3,5 для подключения внешних устройств и вывода звука. Ну и наконец, накамерный монитор Viltrox, модель DC50. Диагональ 6 дюймов, матовый экран. Есть разъем HDMI, мини-HDMI AV, джек 3,5. Возможно питание от фирменных батарей или батарей Sony. А можно еще использовать тот кабель, который я вам показал ранее, и запитать этот монитор от Powerbank Xiaomi. Это очень полезно при съемке с операторского крана или тележки, когда мне нужно видеть, что снимает iPhone. Монитор можно установить на штатив или треногу при помощи стандартного винтового крепления. Крепежи и держатели. Маленькая тренога с подвижной шаровой головой подходит для установки телефона на стол или микрофона. Зажим для iPad, который я иногда использую как вторую камеру. Удержит любой планшет диагональю до 11 дюймов.
Классный зажим для iPhone от компании Ulanzi. Сделан из алюминия, есть отверстие под штативный винт, а также крепление под быстросъемник. Влезает даже iPhone 11 Pro Max. Универсальный зажим. Можно зажимать более маленькие телефоны, экшн-камеры и тому подобные вещи. Bluetooth пульт дистанционного управления. Очень удобно использовать, особенно когда я снимаю с операторского крана или тележки. Комплект универсальных алюминиевых ручек с отверстием под штативный винт. Гибкая рука. Шарнир с удобным креплением и зажимом, на который я обычно вешаю на камерный монитор. Механизм таймер для создания панорамных видео. Можно выставить 30, 60, 90 или 120 минут. Есть крепление под штативный винт. Еще один универсальный зажим. Лишним не будет. Маленькое гибкое подвижное соединение, которое позволяет также крепить камеры типа GoPro или их аналоги. Раздвижная штативная площадка с быстросъемной платой. На эту плату можно установить любое оборудование, держатель, камеру, зажим, а саму площадку установить на штатив или операторскую тележку. Кстати, это крепление Ulanzi можно устанавливать как через штативный винт, так и сразу в раздвижную площадку, что очень удобно. На всякий случай я ношу с собой маленький набор инструментов, в который входит прямая и крестообразная отвертка, а также несколько других. Этот набор не раз выручал меня. Большие штуки. У меня есть пара штативов. Один из них я заказал с известного вам китайского сайта. Название этого штатива вы видите внизу. Высота его 1,4 метра. У него 3 ноги, одна отстегивается. Плюс у него хорошая, мягкая, регулируемая площадка. В комплекте есть чехол. Второй штатив я честно выбросил у друга. Это Daiwa HiAce 400. Высота 1,2 метра, возможность установки камеры на оси снизу. Также есть наклонная площадка. Сделан в Японии. Чехла к нему никакого не было, поэтому я сделал его сам. Еще большие штуки. Эту вещь я сделал сам, частично используя имеющееся у меня оборудование. Это кастомный операторский кран. Некоторые детали я разработал и напечатал на 3D принтере. Также я постарался сделать его достаточно компактным для удобной переноски. И сшил для него чехол. Ну а это уже маленькая операторская тележка для того, чтобы снимать красивые планы камер iPhone. Оси можно регулировать, а на платформу можно установить даже тяжелую зеркальную камеру с объективом. Да-да, я сделал чехол и для нее. Вот такой вот неплохой комплект мне удалось собрать. Как вам? Напишите ваше мнение в комментариях.